Всем добрый день, меня зовут Олеся. Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня давайте приготовим вот такой восхитительный вишневый тарт с безе. Для приготовления первым делом потребуется отделить желтки от белков. Берем 3 яйца и отделяем желтки. Желтки пойдут в тесто, а белки для приготовления безе. Я отделяла при помощи вот такой вот ложки отделителя. Берем муки 270 грамм, масло сливочное, нарезанное кубиком 120 грамм, 80 грамм сахарной пудры. В муку добавляю пол чайной ложечки разрыхлителя, это опционно, не обязательно, и всыпаю сахарную пудру. Все соединяю и добавляю охлажденное, нарезанное кубиком сливочное масло. Перетираю все просто руками во влажную крошку и добавляю желтки. При потребности добавьте 2 столовые ложки ледяного молока либо холодной охлажденной воды. Смотрите по своей консистенции. И замешиваем вот такое вот песочное тесто. Должна получиться вот такая влажная липкая крошка, которая с легкостью, если вы ее сожмете в руке, соединяется в тесто без сухих остатков. Желательно форму взять для тарта, но так как у меня нет, я использую вот такое вот разъемное кольцо. Кольцо выставляем диаметром 23-24 сантиметра. Я поставила 23, выкладываю на дно тесто и распределяю равномерным, не слишком толстым слоем. Обязательно сформируйте бортик не менее пары сантиметров и пройдитесь вот так ложкой столовой, чтобы он был более ровненький и более аккуратный. Прокалываем донышко вилкой произвольно и отправляем заготовку в морозилку минут на 15. За это время подготовим начинку. Берем 400 грамм вишни, клюквы, брусники, любой кислой ягоды. У меня сегодня вишня. Добавляю сахар 120 грамм, 50 грамм кукурузного крахмала и примерно пол чайной ложечки корицы. Все просто перемешиваю и ставлю на плиту. Довожу до кипения, сахар полностью растворяется, и как только масса начинает кипеть, она сразу же на глазах у вас начнет густеть. Провариваем не более 3-4 минут до загустения. Если вишня будет свежая, потребуется и того меньше. Вы просто увидите, как масса ягодная густеет. И снимаем с огня. Выкладывать на заготовку будем в горячем или в теплом виде. Я уже ее слегка запекла. После морозилки отправляем заготовку донышко в духовку, разогретую на 200 градусов, и выпекаем примерно 10-15 минут до золотистого цвета, чтобы она схватилась. Выкладываем вишневую начинку и снова отправляем в духовку минут на 10. За это время приготовим безе. Я подготовила посуду, протерла миску уксусом, взяла белки, добавила немножечко лимонного сока, взбила до пены, до побеления, и только потом начинаю всыпать сахар небольшими порциями. Каждую порцию тщательно взбиваем. Взбиваем все тщательно. Каждую порцию сахара, я процесс, естественно, для видео немножечко сократила. На самом деле каждую порцию, каждую ложечку сахара тщательно взбиваем. И потом, после введения всего сахара, продолжаем взбивать еще в течение нескольких минут, вот до таких вот устойчивых пиков. Перекладываем взбитые белки в кулинарный мешок. Я буду использовать вот такую насадку. Удобно перекладывать при помощи мерной кружки. Просто натягиваете кулинарный мешок вот так на кружку и перекладываете крем, либо в данном случае, как у нас, взбитые белки, и отсаживаем на пирог, который уже подпекся. Вот эта начинка должна схватиться такой пленочкой в духовке, поэтому держим ее минут 10-15. Я отсаживаю при помощи насадки, это вовсе не обязательно. Можно просто распределить взбитые белки ложкой. Получится ничуть не хуже. Просто, возможно, так при помощи насадки немного более аккуратно. И после того, как отсадили все сверху на начинку, отправляем снова пирог в духовку еще минут на 10, чтобы безе слегка стало кремового цвета и запеклось. Вероятно, скорее всего, так как температура не снижается, безе слегка
потемнеет, но не сильно. Смотрите, не передержите. А желательно, чтобы она осталась вот такого вот красивого бежевого карамельного цвета. И посмотрите, какой пирог получается на разрезе. Очень важно его очень хорошо охладить. На первой части видео я резала пирог в первый день. И посмотрите, какой пирог получается на второй день. То есть из холодильника, из безе ничего не происходит. Единственное, что может быть, возможно, выступит вот такая вот сахарная роса на его поверхности. И все. Так он становится еще вкуснее. Важно, чтобы начинка стабилизировалась, когда вы его начнете резать. Поэтому перед нарезкой обязательно очень-очень хорошо его охладите. Всем вкусных вишневых пирогов. До скорой встречи. Поддержите меня пальцем вверх. С вами была я, Олеся. Всем пока.